Здрасте, с вами я, страшная и мистическая Экильтян. Близится Хэллоуин, а значит, пора пугать вас леденящими душу историями. Как я уже делала в прошлом году роликом, ссылками которые в комментариях. Но, в отличие от прошлого раза, сегодня будут маньяки. Потому что я их по-настоящему боюсь, в отличие от дурацких привидений, которые встречаются или в общественных местах, где ночью не появляюсь, или в домах не беднее профессорской дачи, где я и днем не появляюсь. Вы спросите, что такое страшного в пойманных преступниках? Не знаю. Ну ничего. Вот я и расскажу про действующих. Номер 1. Паукин. Старше орского маньяка Валерия Андреева всего на 5 лет. Но дедуля один из самых разыскиваемых преступников в России, подозреваемый в убийстве от 7 до неизвестно большого количества женщин. С 2006 по 2012 он работал дальнобойщиком. Ездил по маршрутам Оренбург-Челябинск и Самара-Оренбург, что позволяло ему останавливаться, делать свои гнусные дела и оставаться незаметным. Андреев был прилежным семьянином, скрытным, но харизматичным. Его единственное нарушение – 3 штрафа за превышение скорости. Коллеги замечали следы женского присутствия в его фуре, но списывали на дорожных феечек. Жертвами становились привлекательные молодые женщины, самой младшей было всего 15. Андреев предлагал подвоз, а потом похищал, отвозил в гараж в Орске, где годами их мучил и совершал гнусные надругательства. Ни одна жертва не выжила. Конечно же, он завозил до гаража не всех. Большинство прятал мастерски в лесополосах и водоемах Оренбургской области. Он маскировал следы, менял маршруты, но после обыска с анализом ДНК его наконец обнаружили в 2012 году. Но если бы Садюгу поймали, он бы не был в моем страшном видео. Андреев сбежал и до сих пор находится в розыске. Кто знает, может, он просто переключился с девушек на парней? Или выдумал более успешную тактику? Но его хотя бы можно опознать. В отличие от следующего, который так и прозван неизвестный из Череповца. Он убивает слабых, случайно встретившихся ему в одиночестве на темных улицах. Из известных жертв 13 женщин и даже случайный школьник. Убийца оставляет на память их трусики. Свирепствовал он с 92 по 2011, а потом затаился. Может, сел за что-то другое, может, временно переехал, может, стал смотреть турецкие сериалы. Маньяк держал в страхе весь город. Жители избегали вечерних прогулок, а история стала местным фольклором, которым пугали детей. Но не стоило надолго о нем забывать, ведь в 2024-м нашлись новые жертвы. Дело в том, что хоть нам с вами и незаметно, на фоне сами знаете чего. Крестный ход прошел по Москве, дабы в конце едиными усты и единым сердцем вознести горячую молитву о президенте страны нашей «Я российская». Но в остальных странах уже вовсю грохочет 21 век. С нашпигованными камерами, электромобилями, роботами и нейросетями. Анализ ДНК сейчас
позволяет находить жертв серийных убийств, даже если те растянуты на долгие годы, лет на 20, и на новых жертвах. Того самого ДНК оказалось достаточно, чтобы понять, кто вернулся и вновь рыщет по темным улицам Череповца в поисках легкой добычи. В августе 2025 года Следственный комитет обновил фоторобот. Сутулый мужчина 50-60 лет с мутными глазами хромает от старой травмы, говорит тихо, избегает глаз, возможно, с шрамом на щеке. Будем надеяться, что дедуля не переедет из Череповца к нам на райончик. Вообще, чувствуется какой-то паттерн, знаете, связь рожденных в 50-е дедов с коровой мясорубкой. Для чего Господь позволил людям создать мясорубку? Возможно, виноват волк из «Ну погоди», потому что курил в кадре, или штирлиц, потому что ходил со свастикой. Хорошо, что сейчас юные умы вовсю спасают от подобных угроз. А вот от тюменского маньяка детишек спасти не удалось. С 97 по 2017. В квадрате у аэропорта Рощино исчезло 17 детей от 8 до 17 лет. Жертвы удощавые, из неблагополучных семей и почти все с явными косметическими дефектами. Но маньяк похищал их не ночью и не на всяких заброшках или пустырях, а при свете дня у всех на виду. Маньяк хорошо знает психологию и основы сбора улик, избегает и камер, и свидетелей. Возможно, он аналитик или даже следователь. Когда данные найденных и пропавших жертв проанализировали нейросетью, та не выдала ничего полезного, кроме высокой вероятности участия в зверствах сообщников. Что случилось с детьми, я вам не расскажу, так как для Ютуба это, сами знаете, слишком. Тюменского маньяка сравнивают с Чикатило, как если бы тот был в своем уме. Он или она будто играет со следствием годами. Может, даже сменил регион и прямо сейчас ищет подростков с особыми приметами где-то у нас под окнами. Лично я думаю, что рудит женщина, поэтому никому из свидетелей просто в голову не приходит, что она на такое способна. Может, даже работница церкви или прокуратуры, кто знает. Вон, ангарский маньяк Михаил Попков, пока был милиционером сам и убивал, и расследовал. Как результат 89 жертв. Это на минуточку больше, чем у моего канала сейчас подписчиков. Братишка, не будь маньяком. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши в комментариях, какой свирепствующий сейчас маньяк самый страшный. Только чур без Лесного и Самары. Да, его не нашли, но и убийства похожих на тебя мужчин прекратились в 97-м, так что уже не считается. Ой, как хорошо, что я удержалась от шуток про мясо на Даниловском рынке и советов, как не стать жертвой. И про детей с косметическими дефектами. Я вам не верю, конечно, но не повод. Все-таки цинизм – бич нашей эпохи.